гражданские встречи помните, да, как у нас Она произошла минут за 20 до подхода там, правосеков или бандерлогов, или фашистов, как их можно по-другому назвать, это все наемники, это никакие не фанаты, туристы или футболисты. Это чисто были проплаченные бандиты. Многие из них были подготовлены, были со стрелковым оружием, с ракетницами, несли сразу с собой коктейли Молотова, камни различные, потому что они тут же начали кидать по людям, которые не успели войти в помещение. Начали по нам стрелять и сразу сжигать со всех сторон. Подошли со всех направлений почти одновременно. Да, Первыми мы запустили старушек, женщин. Они поднялись на второй этаж, занесли иконы, и мужчины стали баррикадировать вход в здание. Они сразу забросали какими-то веществами пахучими. Такое впечатление, что какой-то газ был. Люди сразу стали задыхаться. У меня просто больное горло, я поэтому сразу побежал выше. А те, кто пытался, как говорится, перетерпеть, они фактически задохнулись. На всех 4 этажах лежали люди, задохнувшиеся от газа, от угарного дыма, от угарного газа ЦО. Потом все, кто успел выскочить на крышу, там находились. Но на крыше там тоже такой был дым, что я не мог себе найти место, где бы не задыхался. Пришлось переместиться на соседнее крыло вниз. Там был меньше дым. Туда я свел женщину с ребенком. И там еще 3 или 4 мужчин. Были женщины и мы там находились. Потом уже там тоже дым пошел из окон. Я ей дал одну кепку, она дышала через нее, я через вторую. И там мы охраняли ту дальнюю лестницу, чтобы никто туда не пробрался. Там просидели до темноты. Фактически подошел один взвод милиции и стали метров 40 от здания, опустили головы и ни шагу не сделали вперед. Все эти бандиты стояли у здания, стреляли, забрасывали бутылками и убивали людей прямо на земле, которые выпадали из окон и прыгали. Просто добивали. Я им по мегафону, вот поэтому 3 часа отдавал команды, говорю, подойдите, спасите людей. Никто не подходил. По мне тоже там пытались стрелять и светить на меня этими указками лазерными, вычисляли меня все. Да, Говорили, подполковник, мы вас, говорит, порвем здесь на части. Потом подъехала медленно пожарная машина, тоже никакого эффекта. Думают, тушить, не тушить. Уже пожарникам там команду, говорю, тушите, люди, говорю, там уже трупы больше 100 человек. Ну так, по моим понятиям было. Да никто им еще не угрожал, они стали, так и стоят подаль. Что никто не думал, что... Милиция что так и не подошла. Потом через какое-то время подъехала пожарка, вытащили один труп с 3-го этажа. Потом там в окне мы увидели еще один человек лежит, так прямо на этой самой подоконнике, обгоревший. Они подлезли к нему, хотели снимать, потом передумали, уехали. Потом приехали через полчаса вышка и телевизионщики начали со всех сторон снимать обгорелое тело, получать от этого удовольствие. Милиция внутрь не заходила. Она плотным кольцом оцепила одно здание, по второму периметру, по второму стало второе кольцо милиции, наверное, не пускали людей, а всех этих бандитов где-то часов, я не знаю, ну они, может, раньше зашли, но часов 10 основная масса уехала, а бандиты именно, которые добивали, они вошли в здание, и там постоянно были слышны выстрелы, кричали там крики типа, вот еще одна дверь, взламываемая, там есть живые люди. И там звучало очень много выстрелов. Мы находились в другом помещении, там железная дверь, они просто не смогли ее, видно, взломать, а через крышу боялись лезть, потому что у нас на всех лестницах стояли люди с лопатами, там, ну, что было под руками, просто бы их сбрасывали бы или убивали. Но где-то к 2 часам ночи стало очень холодно, там ветер сильный поднялся, а там крыша железная, женщины позавязали, все были раздеты кто в чем, и стали проситься сдаться, потому что уже просто не выдерживали. Потом договорились с милицией, что нас не будут пропускать через толпу, как те, которые выскакивали с нижних более этажей. Они их всех пытались на колени ставить, раненых добивали, никакой медицинской помощи не разрешали им оказывать, скорой помощи не подъезжали. И там они их фактически добивали, кого не добили, забрасывали в автозаки. А людей, потом где-то в 4:15 они вывели где-то последние 45 человек, но я не видел. Я тоже от холода уже залез внутрь.
Там вот там еще передача есть такое перекрытие. Скажите, а находился дети там были? Да? Дети? Дети я не видел, у нас не было. Один был парень такой, один глаз вообще, ну инвалид. Там помощь наша нужна. Я треть фляги всю ночь 5 человек вот так вот их поил по чуть-чуть. Потом в 10:40 я кое-как дозвонился до милиционера, подполковника одного, и попросил, чтобы он нас вывел, потому что я не доверял милиции. Они бы и нас могли не довести, мы последние свидетели были. И он уже прислал специально 2 милиционеров, подполковника, и они нас 5 вывели через главный путь, 10:50. По дороге я поднял ленточку возле одного трупа. Там слышали, трупы лежали по лестнице, горелые. Вы не подскажете? Вот готовили шланг, и он лежал уже. Но как только начали открывать кран, а там даже не пшикнуло. Значит, ее перекрыли. Ее перекрыли заранее. Воду перекрыли заранее. Одна машина пожарная приехала без воды. То есть 180 метров до пожарной команды. Они не приехали, где-то через час появились, просто проимитировали. Да, мы вызывали, они Милиция не тоже приехали, там целый нет. час ползла, стала в стороне и просто помогала творить им свое, ну, я не знаю даже, как слова подобрать. Хатынь, это показательная карательная. Все было умышленно сделано. Мы просто думали, как, ну, прибегут, в крайнем случае там пошвыряют, покидают, попытаются там сжечь палатки и уйдут. Милиция нас будет, как говорится, оттеснит и не даст ворваться в здание. А у них была задача нас убить любыми путями. Вы знаете, И даже если бы мы не вошли в здание, они бы догоняли бы, убивали бы по кустам. Ну, убежали бы мужчины, женщин бы, они тоже не щадили. Там были женщины. А куда бежать? Они появились со всех сторон одновременно, бегом. Молодые люди, 18, 20, 25, до 30 лет в основном. Обкуренные и вообще, я не Ну, знаю. мы когда находились здесь Навколотые, наверное. сложилось впечатление. Они потом, эти бандиты, ворвались вовнутрь. Этот самый, как его, этот, Костусева, сынули этот. Гончаренко там ходил и так цинично там, о, там сколько набили, о, там сколько настреляли, о, там документы такие, где такие, рылся по карманам, точно так же, как эти бандюганы, мародеры. Такое кощунство. Моего товарища, я в интернете увидел, как достаю документы. Садовый Александр Кузьмич, наш командир, он погиб. У него сын остался старший. Сам с Приднестровья приехал, чтобы нам помогать Одессу защищать. Его уже нет с нами. Он будет представлен званию героя, зачислен на пожизненно в списке училища Тверского адреса. Расскажите, как они песни здесь орали потом до 3 Орали, у нас часов все ночи. записано. Они кричали «Победа!», Победа и но песни. победы не было. И песни Я орали. последний остался, поэтому они победы своей не достигли. Я вышел в последнее здание. Песни Как в орали. Брестской крепости, я вышел последний. Так что победа их Танцы, не танцы на первая. трупах были, танцы на трупах проходили. Да, это, знаете, как было похоже на гол сатаны. Танцы на трупах. Бесновато. И видите, как Значит, у нас... перед входом в здание мы поклялись, что будем стоять до конца. То есть у нас обратной дороги нет. Мы не имели права оставить женщин и наши флаги на поругание. Я в первую очередь дал команду. Я с мегафоном ходил и командовал флаги снимать, быстро пропускать женщин в здание в первую очередь. Но когда уже пошел дым, там уже люди разбрелись по всему зданию, думали в кабинетах спасутся, а там то же самое. Забрасывали в эти окна бутылки, видите, выбиты все стекла. И потом они пытались слезть по веревкам, а их в них стреляли прицельно с пистолетов и еще докладывали куда-то своим шефам в Киев. Можете посмотреть в интернете. Все снято, задокументировано, они как на протокол, даже лица свои не прячут. И мы стояли до конца. И я вышел последний. И пусть они там в 4 часа кричали, здесь победа, когда 45 человек вышли, они думали, что уже никого нет. Но там оставались 5 человек. И значит, они проиграли. Но победа будет следующая за нами. Пришел.